Здравствуйте, мои дорогие волшебники! Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, что случится уже этой осенью. Мы с вами посмотрим ваше замечательное будущее. Что же вас ждет? Гадать я буду вот на этой великолепной колоде. В начале видео всегда показываю коробочки от колод, чтобы вы знали, что покупать, если карты вам понравились. Итак, что случится уже этой осенью? У нас с вами будет по традиции 4 позиции в этот раз. У меня есть однопозиционные расклады, их много на канале Alive. Это мой второй канал, третий канал гадания, заговор, ритуалы Карина. И вот этот первый канал, школа Таро Альвиен. Подписывайтесь на все 3, будет интересно. Ставьте колокольчик. Что случится уже этой осенью? Так. Смотрите, у нас тут выпала карта. Видите? Я ее не могу взять. Мои когти. Вот такая карта выпала. Она двойка мечей. Она показывает, что в вашей жизни какая-то ситуация требует равновесия, и с кем-то нужно как бы вот помириться, да, примириться в жизни. Карта показывает, что какой-то человек буквально хочет с вами примирения. Более того, на что-то нужно закрыть глаза. Вот есть какие-то такие моменты, да, на что лучше сейчас закрыть глаза. Это высшие силы сказали тому, кто смотрит начало. Сдвигаем. Смотрим дно колоды. Что там еще тоже высшие силы говорят. Ух, какой тигр! Что за зверь этот тигр? Рыцарь мечей. Замечательный тигр. Он показывает, что какой-то человек очень много думает о вас, к вам сейчас спешит, рвется, хочет о чем-то таком поговорить, откровенном, и в то же время тема наболевшая и острая. Будьте внимательны. Тигр может быть как страстным, нежным и мурлыкающим, так и свирепым. Вот. Чаще всего, конечно, это мужская карта. Раскладываем 4 позиции. Так, как же вам сделать, чтобы было видно, да? Вот так сделать. Ой, я чуть не перевернула карту. Что-то сегодня с головой. Так. Бывает что-то с головой у всех, не только у меня. Вот 4 карты. Ух. Первая позиция красная яшма. Вторая позиция унакит. Третья позиция гелиотроп. Там красное вкрапление в зеленом. И 4-я позиция агат. Выбирайте то, что вам больше нравится, то, что по душе. Вот. И те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код. Первая карта показывает вас. Сегодня ваше душевное состояние, и именно по ней вы ориентируетесь, правильно ли выбрали позицию. То есть мы смотрим, что случится уже этой осенью в вашей жизни, а вы выбираете по своему текущему состоянию. И убираю последние 3 позиции, пока что убираю. Мы оставляем самую первую позицию. Красная яшма. Так вот. Кладу сюда. Первая карта. Ваше душевное состояние. Это двойка кубков. Влюбленное состояние. Или желание с кем-то объединиться в пару или в партнерство, может быть. Желание партнерства, желание поддержки. Вообще такое теплое душевное состояние, мирное внутри. Карта показывает, как будто бы человек
такой неконфликтный совершенно, умеющий с другими ладить. Вы знаете, такая душечка. Душечка, душечка, морфушечка. Люди вас любят, люди считают, что вы такой человек, который может их мирить или выслушивать, как-то вот проявлять участие к ним. То есть вот вы сама по себе вот такая любовь, да? Любовная любовь для многих людей. Они считают, что вы прекрасны, и что с вами очень хорошо можно вот так вот прям контачить, общаться, дружить. Давайте вообще вот сюда положим карту, чтобы мы знали, что это про вас была речь. Что какое у вас душевное состояние, такое влюбленное, прекрасное, партнерское, гармоничное, да? Дружелюбное, дружеское состояние такое. Хорошо. Раз у нас такой приятный человечек, мы с вами погадаем, что у вас случится в жизни уже этой осенью. Сейчас все узнаем про вас, все подноготно. Так, давайте смотреть. Карты у вас выпали очень хорошие. Выпал маг, король жезлов, колесница и двойка жезлов. Ну, начнем немножечко так описывать с мага, да. Вот маг показывает, что в вашу жизнь идет что-то новое, яркое такое. Вы получите много хороших новостей, известий. Какой-то будет человек, который будет много с вами разговаривать, обмениваться информацией в скором времени. И у вас идет осенью начало какого-либо дела или предприятия, понимаете? То есть идет ситуация, когда человек развивается, человек хочет изменить свою жизнь к лучшему, больше зарабатывать, может быть, да, и начинает что-то вот такое вот новое. Вы будете начинать что-то новое, а поможет вам в этом королева жезлов, да? То есть идет ситуация, когда женщина какая-то, ваша подруга, может быть, там, может быть, какая-то женщина знака огня или с асцендентом в огне, вот как индикатор, да, или просто такая яркая женщина, сексуальная, красивая, там, может быть, родственница ваша, начальница, сотрудница, я не знаю, она вам поможет это дело начинать, она вам будет как, ну, не знаю, способствовать для того, чтобы вы это дело начинали. Чтобы у вас было много позитивного там, да, она вас будет стимулировать как-то, вот поддерживать, что ли. Она будет вам давать интересные идеи. То есть вот такая вот женщина, она такая прям сама по себе очень-очень-очень самостоятельная и креативная. Конечно, у королевы жезлов преобладает импульсивность некоторая. Ее многие сравнивают с ведьмой. Если королева кубков ведьма белая, то королева жезлов часто бывает как будто бы какая-то черная. Но это на самом деле не так. Многие люди знака огня очень позитивные и добрые. Просто нельзя с ними ссориться, там, да, потому что они могут вспылить и очень сильно реагировать. Но сама по себе она умеет заботиться. Вот, как будто бы кто-то будет проявлять к вам заботу. Я еще раз прям хочу вам ее показать. Да, вот такая женщина. Кто-то будет проявлять к вам заботу, может быть, дружить с вами. Да. И сама по себе ситуация вот этого вот, ну, начала, да, и вообще вот какой-то жизненной активности будут требовать от вас, ну, силы, может быть, даже, ну, решительности какой-то, лидерских качеств. И, конечно, если вы заработаете, вам лучше сразу же оказать кому-то со своей стороны благотворительную помощь. То есть, если у вас дело оборачивается денежным изобилием, вот эти карты, они всегда намекают, что нужно быть настолько добрым, да, что, ну, оказать другим помощь, то есть раз уж вам жизнь помогла. Дальше, значит, вот следующее событие у вас колесница, смотрите. Замечательная тоже карта, она часто показывает дорогу. То есть у вас осенью, возможно, какая-то продуктивная, положительная поездка, которая принесет вам в жизни победу или прорыв. Однако, иногда колесница может показывать даже отношения на расстоянии или постоянные известия, сообщения по телефону, по e-mail, там, я не знаю, по переписке, какие-то бумаги могут письмами приходить, посылки. То есть колесница иногда показывает вот общение на расстоянии и получение откуда-то
там из других стран, городов, там, да, известий каких-то, писем, всяких бумаг, посылок, товаров и так далее. То есть вот это тоже событие вашей осени, это тоже, это вот такая вот прям активность, приводящая именно к победе приводит такая активность. Дальше, значит, мы видим двойку жезлов. Вот карта эта часто намекает на выбор. То есть, возможно, осенью будет такое вот, как стечение обстоятельств, вам нужно будет сделать сложный выбор. Но не обязательно, конечно. Иногда карта показывает разработку планов. То есть, мало того, вы сделали все это, там, начали какое-то дело с женщиной, да еще и, там, не знаю, или посылки получаете, или куда-то съездили, много новостей, много разговоров, да, то еще и вы строите дальше планы на будущее. Но почему бы и нет? Почему не ставить еще цели? И можете подготавливаться к какой-то еще новой деятельности, вырабатывать, там, не знаю, стратегию, изучать конкурентов. Иногда карта может показывать очень гармоничное с кем-то партнерство даже в любви. И вот как будто бы люди прощаются с прошлым и начинают вместе новую жизнь. Вы выбрали, допустим, человека для будущего, а человека для прошлого оставили за своей спиной. Понимаете? И, конечно, это все довольно-таки благополучные карты, которые говорят о вашей активной деятельности в жизни и о том, что осень-то у вас будет такая прям продуктивная, такая прям классная осень у вас будет. Так что мои волшебники, мои замечательные маги или волшебницы, мои ведьмочки, да, знайте, что осень у вас будет очень-очень интересная. Много будет насыщенной жизни, событий. Объединяйтесь, объединяйтесь, любите, старайтесь, делайте, ездите, начинайте новые дела. У вас все получится. А мы переходим к позиции номер 2. Позиции номер 2. Итак, у нас второй камешек унакит был. Вот такой унакитик хорошенький. Вот куплю себе какие-нибудь камушки и начинаю их постоянно использовать. Это у меня осенний набор новых камней. Я, кстати, покажу потом видео на канале Life, как я их покупала. Долгая история о магазине Талия в Нюрнберге. Так, смотрим. Ваша карта, ваше душевное состояние сегодня. Именно по этой карте вы ориентируетесь, правильно выбрали позицию или нет. 8 мечей. Спасите меня, это называется карта. Я хочу, чтобы какой-то рыцарь на белом коне приехал и выручил меня из моих проблем. Вот реально, это карта пассивности, ограниченности. Такого состояния, что вот я бедненький, несчастненький человечек, на которого давят жизненные обстоятельства и трудности. Вот просто возьмите и выручите меня. Бывает такое очень часто, что мы впадаем в саможаление. И это и есть 8 мечей. Но иногда карта буквально показывает давящие внешние обстоятельства. Например, если человек оказался в больнице, лежит в больнице, или просто болеет, или человек связан по рукам и ногам. Допустим, на 3 работах работает, да? Или весь в долгах. То есть это уже какие-то более давящие обстоятельства. Вы можете и в них быть. И из-за этого чувствовать подавленность, депрессию, такое состояние некоторого отчаяния, но и надежды. 8 мечей, она всегда в себе таит некоторую надежду, что кто-то придет, поможет и спасет. Даже это видео вы можете смотреть из желания, что, может быть, это видео поможет вам обрести себя и как-то улучшить ваше внутреннее состояние, понимаете? Хорошо, если вы себя узнаете, давайте посмотрим события, что случится уже этой осенью в вашей жизни. Давайте смотреть. Так, 10 кубков, отшельник. Ух, тут 2 карты сразу достала. Ну, в принципе, они у меня по порядку. Так, паж жезлов и королева мечей. Ну, что тут могу сказать? 10 кубков – это прекрасная карта, прекраснейшая. Она показывает, что события осенью
в семье благодать, все хорошо. Если у вас детки есть, здоровые детки учатся, там все ведут себя классно, хорошо, у всех хорошие отношения в семье. Если у вас муж, там есть жена, будут прекрасные отношения в вашем доме. Вот в доме будет гармония, в душе поселится счастье. Понимаете, вот это, у многих людей зависит внутреннее состояние от семейных отношений. У большинства. Если в семье что-то не так, человек начинает психовать, да? Если в семье все хорошо, человек успокаивается. Мне кажется, вот эта карта, она вам показывает, что если бы у вас какие-то и были трудности, то вы успокоитесь осенью обязательно, и наступит, вот, вы знаете, в семье такая благодать. Если вы даже не в отношениях, если даже нет у вас семьи, ну, хотя бы есть родня, да, во-первых, есть близкие, есть коллектив рабочий и все такое. Между прочим, в рабочем коллективе мы проводим большую часть жизни. Но вот эта карта может показывать надежду на обретение своей второй половинки осенью или хотя бы, ну, на то, чтобы встретить человека для души, для того, чтобы с этим человеком, не знаю, вечером чай пить вместе, понимаете? Иногда ты даже живешь в семье, и у тебя есть родня, и у тебя есть все, и даже друзья, но тебе не с кем вечером попить чай. Вот бывает такое, что и никто и не хочет с тобой ничего пить. И это прискорбно, да. И когда у тебя есть кто-то, с кем ты можешь посмотреть телек, там, попить чай или сходить на прогулку, или пойти в кино, даже если это просто подруга, это очень-очень-очень дорогого стоит. Много сейчас людей, которые отрезаны от мира, одинокие, хотя вокруг мегаполиса. И сотни тысяч человек рядом, но никто не хочет. И это, потому что человек сам закрылся, ему нужно искать общение. Вы это общение обретаете в любом случае осенью, даже если вы очень-очень одиноки. Отшельник говорит об этом, что вы себя в любом обществе иногда чувствуете несколько отрезанным и одиноким человеком. Кто-то так любит аркан Отшельник, потому что это духовное развитие, это восхождение куда-то вперед. Но в Отшельнике очень много есть действительно отшельнического. То есть, когда человек буквально ограничивает себя от других людей. И у вас оно, к сожалению, это присутствует. Однако у отшельника есть спасительный фонарь. Когда он освещает себе путь, когда идет по пути действительно духовного развития, что именно духовного развития, люди идут за ним. Потому что они тоже хотят успокоиться и развиваться духовно, и понять, что они не только физическое тело, но и душа, и поверить в Бога хотят, и все хотят, да, обрести покой. И поэтому идут за таким человеком. Вот мне кажется, у вас осенью может быть такой сдвиг, да, что вы обретаете какую-то внутреннюю гармонию, покой, действительно духовность, и за вами могут пойти, но не ограждайте себя от общения. То есть отшельник, он одинок не в том плане, что он должен сидеть один, а одинок в том плане, что у него есть свой путь, потому что каждый из нас один рождается и один умирает. Каждая карта Таро имеет в себе как высшее духовное значение, так и приземленное, негативное, позитивное, да. И отшельник очень часто показывает пассивных мужей, жен, которые не хотят дома ничего делать или для своей семьи, и вообще людей, которые в жизни обленились, вообще ничего не хотят, развиваться не хотят. То есть он иногда таких людей показывает. И главное не быть таким человеком, да, а именно стараться уж правда идти свой индивидуальный путь, но именно только вверх, да, вот как-то вот стараться обрести себя и простить себя и других. А также сам по себе отшельник может показывать размышления, вот какое-то самоуглубление, самоанализ, и осенью вы можете контактировать с людьми старше вас для того, чтобы разобраться в себе. Иногда человек ищет себе учителя, да, учителя старше себя, который больше прошел. И, может быть, вы обретете кого-то осенью, кто, постарается научить вас чему-то вот такому. Как вот пройти свой путь более качественно, что ли, более продуктивно. Следующая карта у нас Паж жезлов. Вот смотрите.
Она показывает очень часто, что вы можете осенью принять какое-то предложение по работе, являющееся для вас настоящим шансом. Или по учебе, да. Карта показывает новые начинания, новые какие-то творческие проекты. И могут быть совершенно неожиданные радостные известия даже от любимого человека, там звонок, письмо, иногда радостные известия от детей, допустим, я поступила, ура, там, да, или еще что-то такое. Вот как будто бы резко что-то радует. Вот осенью вас резко что-то очень порадует. Вы будете счастливы от того, что получили это известие, разговор, письмо, я не знаю, вот что-то такое, да. Хорошая карта, она очень такая светлая, всегда молодая, вот. Может быть, у вас добавится пороха в пороховницах, энергии молодости, да. Может, вы себя молодите осенью, пойдете на какие-то такие бьюти-процедуры или фитнес, что добавит вам, так скажем, молодости, и люди будут говорить, что вам совершенно не столько лет, сколько вам на самом деле есть. Ну, в общем, и последняя эта карта у нас королева мечей. Вот вы можете встретиться осенью с какой-то женщиной-специалистом, которая вам в каком-то вопросе в своем деловом поможет, да? Даст такую консультацию, которая действительно будет очень эффективна. Может быть, это ваша начальница, тогда она вам сделает это щедрое предложение по работе. Но также вообще это встреча с умной женщиной. Вот. Она пережила в жизни много плохого, у нее такой есть печальный опыт, негативный, она может им поделиться, рассказать о своем опыте. Она может дать вам совет. И также это вы можете быть, да, символ вас, что вы кому-то даете советы, что вы много пережили в жизни. Но тогда вы многим людям будете давать очень качественные, нужные советы осенью. Иногда это даже связано с заработком. То есть ты консультируешь по своей профессии и получаешь за это деньги, да. И также сама по себе карта показывает самодисциплину, то есть, может быть, вы в каком-то вопросе возьмете себя в руки, начнете там, не знаю, заниматься спортом, садиться на диету, поддерживать здоровый образ жизни, качественно питаться. И знаете, есть такое интуитивное питание, да, когда ты всеми силами стараешься почувствовать, что нужно твоему организму. Королева мечей, она может именно это означать. Иногда она показывает проявление кому-то твердости. То есть, когда человек буквально проявил свою волю, да, кто-то мог долгое время пользоваться вашей добротой. И тогда вот эта самая королева мечей, она здесь может показывать, что вы поставили в этом точку. Ну вот такой ответ дали карты у нас по второй позиции. А мы идем дальше, к позиции номер 3. Это случится уже этой осенью. Давайте посмотрим, что это, да? Что это? Наш гелиотропчик. Не знаю, видно ли вам эти красные вкрапления у него. Они очень маленькие. И первая карта – это ваше душевное состояние на сегодняшний день. Пятерка мечей – это состояние ужаленное, оскорбленное, обиженное и часто даже состояние победителя, но при этом это горькая победа. То есть тебе жалко того, кого ты за пояс заткнул, победил там, да. И вообще эта карта, она показывает всегда негативное состояние, воинствующее, гневное, злобное, часто желание отомстить кому-то. Ну, либо уже победу, вот когда ты уже все это сделал. Есть и торжество, и горечь. Ни одна месть, ни одна такая вот победа, когда ты слишком долго рвал металл, не бывает слишком приятными, понимаете? То есть ты ставишь точку, ты ставишь галочку, что это произошло, но это не бывает слишком приятным. Иногда это встреча с врагом, со змеей буквально, конфликт со змеей, да, и тогда у вас конфликтное состояние. То есть как будто бы кто-то, ну, выводит вас, доводит, достает, старается выкрутить из вас все жилы, что ли, да, разозлить. Ну, обычно такие люди бывают в нашей жизни, чтобы простимулировать нас к развитию, да. На самом деле высшие силы их посылают, чтобы мы развивались.
Во всем плохом ищи хорошее, как говорила моя бабушка. В плохом ищи хорошее. В плохом, правда, нужно искать хорошее. Иначе можно вообще не жить. Итак, давайте посмотрим, что вас ждет уже этой осенью, какие события, что случится с вами. Так, 4 пентаклей, король жезлов, 3 пентаклей, 6 пентаклей. У вас все карты выпали очень хорошие на самом деле. Они такие, знаете, прям позитивчики сплошные, позитивчики. У вас тут по королю жезлов явно идет взаимодействие с каким-то мужчиной осенью, который будет играть в вашей жизни очень положительную роль. Человек добрый, человек ответственный, или мужчина проявит к вам ответственность, проявит к вам заботу, внимание. То есть вот общение с ним будет очень продуктивным и действительно налаженным. Если это личные отношения, ну, значит, страстные личные отношения, но и в то же время серьезные. Однако человек пытается вас контролировать, диктовать вам свои правила, чтобы вы подчинялись ему и чтобы вы докладывали ему о каждом своем шаге или действии. 4 пентаклей, между прочим, яркое тому рядом подтверждение. Это карта собственника, то есть человека, который хочет вас присвоить себе. Если вы женщина, это человек, который вас любит или будет любить осенью, и с ним будут прекрасные отношения, но он всячески будет стараться держать вас под контролем и присвоить себе. Держаться за вас. За вас. Ревнует. Много ревнует. Но также 4 пентаклей, она показывает накопление. То есть, возможно, осенью вы скопите порядочную сумму. Сейчас я вам ее снова ближе покажу. Карта действительно показывает распоряжение деньгами, очень умное, разумное, такое стабильность денежную, да, умение экономить и умение тратить деньги только разумно, правильно тратить. Поэтому за осень, если вы действительно, правда, займетесь этим, будете вести тетрадь и все такое прочее, вы можете накопить хорошую сумму. Вот это ваше событие, что случится с вами этой осенью, вы накопите хорошую сумму денег. Также карта показывает отказ рисковать. То есть кто-то будет вам предлагать, ну, допустим, тот же король жезлов, давай рискнем, давай сделаем вот это. Вы скажете, нет, я не хочу. Я не хочу рисковать. Я не хочу рисковать, особенно своими деньгами. И, конечно, это карта просто денежной стабильности. Ну, то есть хорошая, постоянная зарплата, доход мужа, доход от клиентов, как угодно, да, то есть деньги вам вливаются ежемесячно примерно равными суммами. Вот. Ну почему бы и нет, конечно. Вообще наш король жезлов показывает, что не только мужчину, да, а что вы осенью можете быть очень энергичны, самостоятельны, проявлять много лидерских качеств, хорошо работать. И 3 пентаклей тоже тому рядом подтверждение. Вот смотрите, наша 3 пентаклей, она показывает, что вас будут ценить в каком-то труде, да? Что вас будут уважать люди за ваше мастерство какое-то. И, соответственно, также эта карта говорит о том, что вы будете мастерски выполнять какую-то работу и расти в профессиональной деятельности. Может быть, вы повысите квалификацию, может быть, вы перейдете вверх по карьерной лестнице. Карта также показывает признание именно со стороны людей, которые раньше вас недооценивали. И более того, успешную сдачу экзаменов, поступления, иногда получение, там, не знаю, диплома, там, может быть, какой-то научной степени и развитие ваших талантов. То есть вот осень для вас это либо учеба, либо работа, да, но очень-очень-очень качественные и хорошие. Вы будете собой довольны, как вы работаете, как вы что-то делаете. Даже если вы домохозяйка и дома убираете, прибираете, готовите, стираете, там все такое, вас оценят. Люди будут говорить о вас, окружающие, что вот какая молодец, все делает, да. Если вы работаете где-то, вас явно будут очень хвалить и много вам за это платить. А раньше вас не так оценивали, как будут осенью оценивать, понимаете? Раньше вам не так платили, как осенью будут платить. Вот подъем дохода идет, явный подъем, стабилизация и подъем. Интересно, да? Следующая карта у нас такая радужная прям.
радужная шестерка пентаклей, она замечательная. Она показывает, что вам кто-то будет, ну, не знаю, помогать. Во-первых. Во-вторых, ваша семья будет рядом с вами. Родственники, домашние будут всячески поддерживать вас. И, конечно, это иногда помощь от богатых людей, от сильных мира сего, от начальства. Карта часто показывает «ты мне, я тебе». То есть вы кому-то делаете очень много хорошего, а они вам в ответ много хорошего. Карта показывает вознаграждение, помощь, подарки, благодеяния какие-то. Причем как в вашу сторону, так и с вашей стороны. То есть, допустим, вам стали больше платить, вы сделали благотворительное пожертвование, там, не знаю, в кошачий приют, да. Иногда карта показывает выигранное в суде дело. То есть, если вдруг вы судитесь с кем-то, вы обязательно по этой карте можете выиграть. Вот такие интересные карты у вас по третьей позиции. Надеюсь, что вам осенние события, то, что случится осенью, понравились. У вас положительные арканы, и значит, осень у вас будет очень хорошая. Хотя сейчас, да, сейчас не очень хорошее настроение. А мы идем дальше, к позиции номер 4. Что случится уже этой осенью? Наш агат замечательный. И первая карта показывает ваше душевное состояние. Давайте посмотрим. Ух ты, вы солнышко у нас, колоколнышко. Вы позитивный человечек, творческий и яркий. Вы можете сейчас затмить хоть кого, потому что вы сверкаете. Сердечко у вас, видите, в середине. Потому что люди знают, что вы добренький человечек, щедрый. И стараются с вами тоже все поближе быть, общаться. Восхищаются вами, считают, что вы прекрасные, что вы такой вот прям позитивчик, что вы несете им только добро и хорошие советы, может быть, какие-то, да. Ну и, конечно, эта карта очень талантливого, яркого человека, творческого, который полон идей, каких-то замечательных идей, да. И ваше душевное состояние — это подъем, это счастье, это радость, это удача, вы на волне удачи. Вы на пороге каких-то открытий в жизни. Скоро все будет хорошо, как говорят все тарологи, да? Но на самом деле я тоже так говорю и люблю так говорить, потому что солнышко просто так не выпадет. Оно вас благословило только что, это солнышко. Благословило на свершение, да? Вот камешек мне тут мешает немножко, вот так хочу поставить. Вот, поэтому, ну, позитивненькая карта, говорящая, что вам везет сейчас, прям сейчас везет. Хорошо. Раз вы у нас настроены на энергию Солнца, творческую энергию, энергию счастья, так, это мы оставим. Значит, мы посмотрим, а что случится уже этой осенью. Давайте добавим еще карты. Когда карта вот так выскакивает, ее нужно обязательно оставлять, да? Так, ну мы здесь видим с вами жрицу, которая сама перевернулась. Значит, она важная для вас карта. Дальше девятка жезлов, рыцарь пентаклей и король мечей. Ну, осенью у вас будет очень продуктивное общение с каким-то замечательным мужчиной, возможно, знака воздуха или с асцендентом в воздухе, да. Также это человек строгих профессий, может быть, ну, например, хирург, юрист, военный, политик, начальник, там, не знаю, психотерапевт. Психотерапевт, может быть, да? Ну, в любом случае, какой-то мужчина будет оказывать вам очень много знаков внимания и быть рядом, и помогать вам. Король мечей надежный человек, правда надежный. И он может много чего вам сделать хорошего и полезного. Я считаю, что это дорогого стоит, особенно когда он действительно захотел в вашу сторону что-то сделать. Это значит, что он вас признал из своего круга, а это значит, что вы долгое время не перестанете быть своим человеком ровно до того момента, как он не перестанет вам доверять. Давайте же начнем с нашей жрицы, раз она выпала, тут перевернулась, да. Конечно же, карта показывает, что осенью у вас будут какие-то мистические откровения, развитие ваших экстрасенсорных, паранормальных каких-то способностей. Может быть, вы по роду будете наследие принимать. И общение с высшими силами, с духами, с параллельными мирами, гадание на картах. Может быть, поход будет к ясновидящей, которая действительно выделяется среди других, или к тарологу, да. То есть вот карта такая, она очень-очень такая интересная в этом плане. Но также карта показывает, что
в вашей жизни будет присутствовать или уже присутствует какая-то интрига, да, секрет, тайна, и вы пребываете в неведении. Так вот, осенью у вас будет шанс осознать или открыть эту тайну при помощи либо вашей интуиции, либо по стечению обстоятельств. Вы можете, конечно, встретиться с мудрой женщиной, которая вам поможет открыть эту тайну, а можете включить именно все свои способности. Но раскрыть эту информацию вам необходимо, конечно, потому что эта информация давно уже сидит. Вы можете также открыть чью-то тайну. Раз у нас тут есть король мечей, например, короля мечей или нашего рыцаря пентаклей, то есть какого-то мужчины тайну, осенью вы можете открыть и до конца понять о нем что-то, что давно хотели понять и разузнать. Понимаете как? Ну и следующая карта у нас, смотрите, девятка жезлов. Она всегда показывает победу, но дорогой ценой. Вот знаете, как будто бы человек стоял на своем, несмотря ни на что, и доказывал, что эта победа ему необходима, и что то, что он защищал, ему необходимо. Вы можете даже так защитить свои отношения. Вообще карта показывает напряженную ситуацию какую-то, которая вас уже, скорее всего, беспокоит, и вы стараетесь обороняться, вы ощущаете, как будто вы даже какую-то угрозу, и очень хотите выстоять вот в этой ситуации. И вы выстоите, осенью действительно все поменяется в лучшую сторону. Карта, она тем и хороша, что человек по ней имеет очень невероятную такую силу, что он даже вот уже претерпевает предел, но он все равно достаивает до конца. И, соответственно, отбивает свое, то, что ему принадлежит по праву. Ну и дальше мы видим тем более, что рыцаря Пентаклей, который показывает очень серьезную вашу продуктивную работу, да. И карта-то лошадь показывает, даже не человека, а лошадь, красивую лошадь, которая может стать свободной, да, но и также умеет быстро бегать и много пахать. Поэтому трудолюбие, честность. Вот какой-то человек может быть в вашей жизни работоспособный, работящий, честный, да, который вам поможет в чем-то. Ну и также, конечно, эта карта показывает успех в результате вашей работы, вашего труда. То есть вы добьетесь очень многого, можете подняться по карьерной лестнице, и вам в этом поможет король мечей, да, мужчина может быть. Или просто его поддержка сыграет основную роль здесь. Вот смотрите. Рыцарь Пентаклей может показывать здесь, что у вас будут стабильные финансы осенью. То есть это стабильность благодаря своему труду. Это поднятие уровня дохода осенью. И, соответственно, вы будете качественно выполнять свою работу, а вам за это будут больше платить, чем платили раньше. Могут быть выгодные какие-то сделки, появление постоянных клиентов, стабильный заработок, да, получение большой прибыли. А король мечей, он подтверждает, он говорит, да, ты взойдешь на самую вершину. Ты действительно поднимешься и станешь, сядешь на трон, да, станешь руководителем, может быть, даже. Он же сам по себе несет вот, информацию о том, что справедливость на вашей стороне. То есть если суды какие-то у вас или еще что-то, вы обязательно выиграете, справедливость на вашей стороне. И, ну, конечно, встреча с мужчиной или общение с мужчиной, да. Он может дать вам хороший совет, он может помочь вам принять важное решение, разработать какие-то стратегии по вашей работе, ну и быть близким вам человеком, поддержать вас, быть рядом, да, улучшить с вами взаимоотношения. Конечно, он суховатый, но в то же время, если вы для него свой человек, он вас никогда не бросит. Он будет делать все, чтобы вы еще и обрели там, да, и вес в обществе, и власть, и подняли бы свой социальный уровень. Поэтому держитесь за такого короля мечей, он очень хороший человек. Вот. Если видите, что человек плохой, что король мечей, допустим, обернулся своей негативной стороной, бегите тогда от него. Потому что если он разозлился, хуже быть не может. Да? Но если вы видите, что все хорошо во взаимоотношениях, держитесь за него. Ну вот такой ответ дали карты 4-й позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен. Всем пока и до новых встреч!